Всем привет! Меня зовут Наташа, рада вас видеть на своем канале. В этом видео шьем с вами детскую пеленку Коко на молнии и к ней шапочку-узелок. Такая пеленка позволяет ускорить и упростить процесс пеленания. Пеленки Коконы практически полностью заменили обычные пеленки. Они очень удобны и для малыша, и для мамы, не требуют особых навыков. А благодаря форме кокона ребенку проще привыкнуть к новой среде, и он напоминает, как будто бы в животике у мамы, находясь в этой пеленочке. Такие пеленки шьют из хлопкового трикотажа, ведь он не вызывает аллергии и приятен к телу. Выкройка идет на размер 56-62, как раз для новорожденных деток. Выкройка дана без припусков на швы, необходимые материалы перечислены в выкройке, и также на титульном листе есть проверочный квадрат. Печатайте первую страницу и сверяйте. Квадрат должен быть равен четко 5 на 5 сантиметров. В выкройке идет одна деталь спинки со сгибом, 2 детали переда и шапочка. Все идет одним файлом в выкройке. Ссылку найдете в описании к видео. Шить буду из хлопкового трикотажа интерлок. Вот такие вот милые мишутки, лисички, детская расцветка, очень мне понравилась, я ее выбрала. Здесь есть направление рисунка, обращайте на это внимание, если у вас тоже есть, чтобы выкраивать все необходимые детали. Полотно я сложила пополам, прикладываю выкройку и добавляю на припуски по 0,7 сантиметров, как раз для оверлока. В следующих видео я покажу, как можно сшить такую пеленку без оверлока. Вот такие детали получаются. 2 детали полочки, 1 деталь спинки цельная. И если вы решите шить только пеленочку, то вам будет достаточно всего отреза ткани 60 на 60 сантиметров. То есть вы выкладываете сантиметр и смотрите уже, сколько получается. Вверх 57 и вниз тоже 57 сантиметров. Вот такого квадратика хватит на одну пеленку. Я взяла молнию потайную, вы можете взять любую другую, только чтобы были тоненькие зубчики и бегунок тоненький. Края полочки я обметала и теперь прикладываю молнию. От верха нужно отступить 1 сантиметр. На самой молнии есть такие зубчики, фиксаторы. Вот от них нужно вверх оставить сантиметр. Там мы будем потом сшивать обтачку горловины. И с помощью обычной лапки я втачиваю молнию. С одной стороны я вшила молнию. Теперь застегиваем вторую часть и прикладываем вторую деталь пеленки. Переношу отметки, снизу себе отмечу и сверху, чтобы ровно у меня все вшилось. Для новичков я рекомендую молнию приметать, потому что иголочки все равно дают подвижность и могут съехать детали. Молнию я вшила, и сейчас я буду проверять, как все у меня получилось. Все ли ровно. Снизу отметки. И на изнанке вот так выглядит. То есть молния полностью закрыта, и поскольку она у меня потайная, зубчики совсем тонюсенькие, и сам бегунок тоже тоненький, я буду делать небольшой клапан только сверху под горлышко. На этом этапе, если у вас молния будет обычная, витая, то нужно сделать цельную планку, то есть от низа до горловины сделать планочку. Я сделаю только клапан сверху. Сейчас совмещаю деталь спинки и деталь переда. Сшиваю сразу на оверлоке. У меня здесь потайная молния, и мой оверлок проходится по ней прям
налегке, мне не нужно останавливаться, я ходом прохожу. Если у вас молния будет витая, то нужно быть аккуратным, чтобы не сломать иглы. Проходите вручную, маховиком прокручивайте это место. Все аккуратненько получается, стежки все ровно, не пропускаются. Я выкроила произвольно отрез 10 на 12, это будет клапан под горлышко. Складываю пополам, потом еще раз пополам, и вот эти вот открытые срезы я немножко скругляю. И получается вот такой вот клапан, его нужно обметать. Он будет вшиваться у нас по верху, вот здесь вот на горловине. Если вы шьете с потайной молнией, так же как я, то будет достаточно вот такого клапана. Если вы шьете с витой молнией, которая уже зубчики побольше и сама молния покрупнее, то сделайте планку на всю длину молнии внутри. Просто ее длиннее выкраивайте. Сейчас я померила горловину и умножила эту длину на 0,75. У меня получилось 23 длина и ширина 7 сантиметров. Я выкраиваю полоску из репаны. Это будет обтачка горловины. Вы можете выкроить из основной ткани обтачку, сделать, только коэффициент нужно взять побольше. Потому что рибана, она больше тянется, чем просто интерлок. Складываю пополам, нахожу серединку, и уголки я тоже немножечко подрезала. И теперь вовнутрь, вот так вот, смотрите, я подкалываю серединку и краешки и буду прошивать на оверлоке. Вот здесь сверху, смотрите, вот у меня остался зубчик, я от него вверх оставляла 1 сантиметр. Это как раз будет припуск на шов. Это место я рекомендую, особенно для новичков, сметать, чтобы у вас не съехала рибана с трикотажа. И равномерно растягивать только рибану, прокладываем шов. И завершаем, когда прошивать. Хвостик я немножечко придерживаю и спокойно, аккуратно прохожусь. Вот так получается. И потом этот шов, который у нас только что мы прошили, он заворачивается вот так вот. И я дам отделочную строчку. Тем самым закреплю этот шов на изделие. Посмотрите, как аккуратно получается. Все шовчики наружу идут. Застегиваем молнию, и вот так вот все это выглядит хорошо. Сейчас я вот так вот подгибаю и просто в самый край прокладываю функциональную строчку на машинке. Беру клапан и к правой части вот так прикладываю, складываю его пополам, фиксирую иголочками и буду прокладывать две параллельные строчки, одну ближе к краю, а другую ближе к молнии, к зубчикам. То есть одну вот здесь буду прокладывать вверх и с краешку. И все, пеленочка получается готова. Сейчас займемся шапочкой. Беру выкройку, складываю полотно пополам, лицом вверх и просто обвожу по выкройке. Я не буду здесь добавлять на припуске, потому что шапочка, она идет с небольшим запасом. Это на обхват головы 34-36, и ткань хорошо тянется, поэтому я выкраиваю без припусков.
Также из рибана я выкраиваю отрез ткани 34 на 8. Это будет обтачка для шапочки. Вот так это будет выглядеть. Сначала прошиваю шапочку на оверлоке, а затем рибану складываю пополам и по короткому срезу сшиваю на оверлоке. Затем лицом наверх складываю пополам, нахожу серединку и вкладываю вовнутрь шапочки. Равномерно распределяю рибану внутри и сшиваю на оверлоке. Здесь ее не нужно растягивать рибану, она просто ровно по контуру ложится по шапочке. Шила шапочки и пеленку. Вторую пеленочку я шила из футера двухнитки. Тоже здесь прекрасно подходит этот вариант. Такие забавные пандочки. Молния наружу. Здесь все шовчики наружу. Так что малышу будет комфортно и удобно. А если вы еще сделаете двухзамковую молнию, будет еще удобнее и справиться с пеленанием даже папа. И будет поменять подгузник еще удобнее. И вот такая вот шапочка-узелок. Этот хвостик от шапочки его можно завязать, а можно оставить так, по желанию мамочки. И такой милый комплект получается. Его можно взять и на выписку из роддома, и дома будет очень уютно спать в таком коконе. Обязательно сшейте такую пеленочку для своего малыша или на подарок. Спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Оставляйте комментарии, лайки, ведь это очень помогает развитию канала. И до новых встреч. Всем пока-пока.